Всем привет! Сегодня, ребят, я решила для вас записать бьюти-видео по вашим запросам, потому что самые часто задаваемые вопросы мне — это как я ухаживаю за кожей своего тела, чтобы оно оставалось красивым, здоровым, чтобы выглядело ухоженно, также какими косметическими средствами я пользуюсь, лайфхаками своего загара, также как скрыть какие-то недостатки кожи, тот же целлюлит, растяжки и так далее, эпиляция. Обо всем этом мы сегодня будем говорить. Но прежде чем я начну вам рассказывать про какие-то крема, процедуры и то, что я делаю, сразу хочу оговорить такой момент, что все люди разные, все мы индивидуальны, у нас разные типы кожи, мы живем в разных точках мира, у нас разные типы внешности, разный образ жизни, состояние здоровья и много чего другого, поэтому нет каких-то советов, которые бы работали абсолютно для всех и подходили для всех, то есть это сугубо индивидуально, то есть это в принципе очевидные вещи, но я понимаю, что люди разные, поэтому стоит об этом упомянуть. Для меня всегда было очень важным поддерживать хотя бы легкий загар на коже, потому что я так выгляжу лучше. Во-первых, мне загар идет, я выгляжу здоровее, но вы должны понимать, что во всем должна быть мера. Безусловно, солнце, оно вредит нашей коже. Это то, что провоцирует быстрое старение, то, что провоцирует сухость кожи, морщины, соответственно, может вызвать рак и так далее. Но во всем должна быть мера. Если мы сейчас говорим про загар, естественно, нужно придерживаться определенных правил, и не нужно этим злоупотреблять. То есть, например, я вот в последнее время, в течение последней недели, каждый день выхожу по 2 часика к бассейну позагорать. То есть это где-то я в 9:30 прихожу туда, и до 11:30 я загораю, купаюсь. За неделю вот таких моих походов я уже, вот как я сейчас, я уже очень сильно загорела. У меня такой тип кожи, что я загораю очень быстро. Загар просто цепляется мгновенно на меня, также он держится долго, я крайне редко сгораю. Потом мне достаточно просто поддерживать этот загар, там раз в месяц, пару дней выезжать куда-то к океану, и этого мне хватает, чтобы я всегда вот была вот в таком оттенке, то есть для меня это не сложно. И я думаю, что в принципе все знают, что загорать нужно либо утром, либо вечером, то есть это либо до 12 дня там, либо уже после 4, там после 5, тогда солнце не такое вредное, и опять-таки, если, конечно, использовать, все равно нужно защиту, то есть тогда все будет окей. Я купила себе вот такой солнцезащитный крем. Он, во-первых, хорошо очень увлажняет кожу. Я всегда его наношу на лицо и на шею. Здесь 45 SPF. Всегда обычно для лица берут больше SPF, например, нежели для тела. Но тут уже все нужно смотреть, насколько ваша кожа чувствительная. Возможно, вам нужно больше SPF, там, например, для всего тела. Если для тела я беру в спрей, потому что так удобнее это все распылять на себя, там, да, и спину себе можно. Мне очень нравится загар тем, что вот по себе сужу, что он помогает скрыть какие-то недостатки кожи. Там, если где-то какое-то высыпание есть, либо там какая-то растяжка, либо целлюлит, либо еще что-то. То есть мне кажется, загар помогает это скрыть. Ну, то есть это все равно в целом лучше выглядит. Но опять-таки все зависит от того, какие у человека проблемы, поэтому это тоже все индивидуально. Кстати, что касается лайфхаков для загара. Когда-то мне знакомая привезла из Мексики в подарок такое масло какао. Я раньше никогда им не пользовалась. Это такая небольшая бутылочка была, я уже ее использовала. Это натуральное масло какао, там внизу был даже, знаете, осадок. И это настолько крутое масло, я хочу вот купить, все время забываю вот аналогичный бутылек, тот же бренд хочу найти, надеюсь, мне удастся, если нет, то закажу какой-нибудь аналог. Я наносила перед тем, как идти загорать. Во-первых, это очень хорошо увлажняет кожу, имеет невероятный запах, и загар ложится ровненько, очень быстро. Я, кстати, читала о полезных свойствах масла какао, там их очень много, его можно использовать для разных целей. Также его можно использовать не только перед тем, как идти загорать, а и наоборот после. Оно тоже очень хорошо увлажняет кожу, особенно когда она поврежденная ультрафиолетовыми лучами, то оно наоборот ее успокаивает. Также меня часто девочки спрашивают: Элин, как тебе удается загорать так, что у тебя нигде нет вообще никаких бретелек? Ты что, голая загораешь? На самом деле нет. Конечно же, я загораю не голая, в купальнике, но купальников у меня очень много, а вот те, которые я использую конкретно для загара, это всегда очень минималистичные купальники. Всегда трусики, плавки, это стринги, потому что мне нравится, когда загорелые ягодицы. Я вот не люблю, когда у меня, вот знаете, тело очень загорелое, а ягодицы белые, и вот этот контраст. Не всегда у меня верх без бретелек, но я всегда опускаю бретели. То есть я когда лежу, я там стараюсь их постоянно перемещать, спускать. И опять-таки, если я лежу на животе, я могу развязать на спине веревочки, потом снова завязать и так далее. И плюс я постоянно двигаюсь. Во-первых, я не могу долго лежать
там на одной стороне, потому что, конечно же, солнце печет, и я стараюсь постоянно вращаться, знаете, как на сковородке. И как-то вот за счет вот этого всего у меня загар всегда ложится очень ровно, нет никаких следов нигде. Кстати, да, что касается целлюлита, пока не забыла. На самом деле в Америке очень много женщин, которые ходят летом в мини-шортах, в мини-юбках, в платьях. И, скажем, не с первой, даже не со второй там стадии целлюлита, это уже довольно такой серьезный целлюлит, и никто вообще об этом, мне кажется, особо не переживает, и все себя нормально, комфортно чувствуют. И более того, скажу, что никто на это не обращает внимания. Даже я вот сколько живу, то есть у меня нет такого, что я иду и такая: о боже, это же целлюлит. То есть я как-то, я просто спокойно к этому отношусь, я на самом деле за то, чтобы действительно люди просто делали то, что им нравится, как им комфортно. Если человек не хочет ничего с этим делать, это его дело, его право, и никто не имеет, как мне кажется, права осуждать, обсуждать его выбор. И мне кажется, это ненормально вообще идти по улице и тыкать пальцем в другого человека, либо перешептываться там со своим другом и говорить: о боже, посмотри там, что у нее. Я считаю, что это вообще не касается там меня, другого человека. Каждый волен делать то, что ему нравится, и это круто. Но, опять-таки, если вы для себя считаете это большой проблемой и хотите с этим что-то делать, а не только скрывать, то, конечно, тогда нужно работать над собой, и нужно делать это изнутри. Потому что, по большому счету, я могу сказать, что то, что мне помогает иметь именно ровное тело, это заслуга спорта и правильного питания в первую очередь. Потому что особенно то, что мы едим, очень влияет на качество нашего тела. То есть все фастфуды, вредная еда, неправильный образ жизни, недосып, сюда же входит алкоголь, там, курение, употребление слишком жирной, жареной пищи, много сахара. Вот это все целлюлит. Конечно же, если питание чистое, то качество тела очень сильно улучшается. Плюс, конечно же, я регулярно делаю тренировки дома, я занимаюсь по Wispens, то есть у меня это, всегда это 3 раза в неделю, мне этого хватает для того, чтобы поддерживать себя в форме. Что касается увлажнения кожи, это вообще очень важно, я как-то с детства привыкла, потому что сколько я помню, как я наблюдала за своей мамой, для нее это всегда был такой ритуал, там, ручки увлажнить, ножки увлажнить, тело намазаться всем кремом, и как-то вот я с детства это наблюдала, и вот тоже у меня такая привычка. Увлажняющим кремом я пользуюсь регулярно, то есть каждый раз, когда я вылажу из душа, из ванны, я всегда намазываюсь кремом. И где-то несколько раз в неделю я использую масло карите, то есть я делаю с помощью его такой самомассаж. Мне очень нравится эффект после этого масла, кожа получается как бархатная, очень ухоженная, особенно, знаете, я на вечер вся намажусь, утром просыпаюсь, и тельце такое мягенькое, красивое. Что касается массажа, и, конечно же, это очень круто для вашего тела, но опять-таки это то, что нужно делать регулярно. Я не могу похвастаться своей регулярностью, периодически стараюсь. То есть вот последний раз мы, кстати, приглашали массажистку на дом, она делала массаж и Жене, и мне. Это великолепно и тоже, конечно же, влияет на качество тела. Когда это спорт, а потом еще массажик хороший, там лимфодренажный, то, конечно же, улучшается кровоток, и кожа выглядит тоже более упругой, более ухоженной. Вообще, все, о чем я с вами сегодня говорю, это нужно делать вот на регулярной основе, не забывать, только тогда это дает эффект. Потому что, знаете, вот сегодня у меня есть настроение, там помазалась кремом, потом, знаете, полгода не мазалась, потом сходила на массажик, потом сходила на массажик еще через год. Тогда можно это вообще не делать, потому что действительно эффекта никакого не будет. Также для меня очень важна, конечно же, гладкость кожи. И я вам не раз рассказывала и в сторис, и в других видео, что я прохожу курс лазерной эпиляции. Для меня это самый лучший метод. Я пробовала разные способы удаления волос, но это тот, что подходит лично для меня больше всего. То есть меня очень результат радует. Я сейчас вот прошла 5-ю процедуру, в начале сентября у меня будет, кажется, 6-я уже. И могу так сказать, что у меня сейчас где-то 80% волос ушло, и 20%, которые остались, это, знаете, с учетом того, что мои волосы вообще сами по себе темные, то есть сейчас у меня там какие-то, вот знаете, такие очень светленькие, очень такие тоненькие волоски на ногах вырастают, которые очень легко можно убрать с помощью бритвы. Это, во-первых, несложно, во-вторых, они незаметные, и в целом нет никаких колючек, которые были раньше, и вообще нет никакого раздражения.
нет никаких вросших волос, вообще все идеально. И, конечно же, это влияет на качество моей кожи, потому что раньше я реально мучилась, у меня постоянно были тоже какие-то раздражения, то есть постоянно что-то вот с кожей на ногах было что-то не то. Сейчас же вообще такой проблемы нет, ноги просто в идеальном состоянии, вот именно благодаря лазерной эпиляции. Я очень рада, что существует такой метод. Название лазера я вам вставлю сюда, это, кажется, александритовый лазер, и я планирую пройти, может быть, до 10 процедур даже, чтобы, знаете, прям наверняка было. Количество процедур для всех людей это индивидуально. Кому-то 6 хватает, кому-то 8, кому-то даже 12 нужно. То есть это такое. Да, это длительный процесс, не все так просто. Знаете, нет, опять-таки, волшебной палочки, что ты пришел, тебе сделали процедуру, все, на всю жизнь у тебя волосы пропали. Такого не существует, к сожалению. Я делаю 3 зоны. Это полностью ноги, полностью бикини и подмышки. Ну, в принципе, такой стандартный набор. Противопоказания у лазерной эпиляции есть. О них вам, в принципе, расскажет медсестра там в том месте, где вы будете делать. Также нельзя загорать 2 недели до процедуры и 2 недели после процедуры. Можно загорать в этом промежутке, который остается. Какие-то другие процедуры, не знаю, там салонные, там много сейчас каких-то навороченных этих процедур, я ничего такого не делала. Я не делала никогда обертывания, то есть как-то не было такой нужды. И вот все, о чем я вам рассказала, мне этого достаточно для того, чтобы поддерживать свое тело в хорошем виде. И я думаю, что если вы тоже будете это делать регулярно, вам тоже это наверняка поможет. Но, как я вам говорила, самое главное, конечно же, это питание и спорт. И только потом уже все остальное. На этом у меня все, ребята. Мы скоро увидимся. Пока!